Всех приветствую, друзья, с вами Джокер. Я начал играть в новую игру, называется она The Ant Kingdom. Короче, это игра про муравейник. На самом деле я в нее зашел только сегодня, и она мне реально очень понравилась. Это никакая не реклама, и меня никто не просил, на самом деле. Я просто сам увидел эту игру, засел в нее, и где-то уже, буквально часа полтора я в нее играю, разбираюсь, и она мне реально понравилась. Тут, в принципе, как это во всех стратегиях бывает, да, там Clash of Kings. Но что мне очень понравилось, то, что здесь огромное количество людей, просто нереально кипит просто игра. Много всякого функционала. К примеру, если у вас Clash of Kings, вас достал донат, вы тут не можете там справиться, выкачать. Приходите сюда, давайте играть вместе. Я завтра буду создавать свой альянс. Я на данный момент играю. Это территория тут не королевство, а территория. Вот выходим на карту. У меня на данный момент 183 район. Это получается королевство 183. Не знаю, честно, я не смотрел, когда релиз у этой игры был. Я думаю, есть совсем немного. Но она очень красочная, очень, так сказать, яркая. Здесь также собираются ресурсы, но вот есть всякие боссы, там пещера сурка, на нее нападать можно альянсом, там видите, всяких тварей гасить, там бить жучков, всяких куча ящериц. Все это вместе нападаете и делаете. Пока что я вступил в корейский альянс, смотрю тут, что как бы они играют, они просто как роботы на самом деле. Для развития актуально, быстро помощь нажимают, и все это здесь делается. Вот мой муравейник, так он выглядит на карте мира. Все как в Clash of Kings, ребят, вам, будет все понятно, если хотите играть. Вот такая нора у меня, 7 уровень. Тут вот рядом еще люди, на них можно нападать. Как и в Clash of Kings, щит 6 часов изначально. Все настройки у нас тут имеются, детали. Вот тут Джокер я здесь сделал себе настройки, аккаунты, все привязываете. Тут все официально. Быстро, кстати, отвечают. Есть техподдержка в WhatsApp, туда тоже можно писать по вопросам, по всяким. Все находится вот здесь в настроечках. Опции, рейтинги, тут все, короче, понятно. Донат тут есть. Донат тоже серьезный, много всего. Но если здесь играть, как бы можно играть и без доната. Куча всяких возможностей. В центре у нас матка, так сказать, выступает в роли замка. У нее тут можно и выбрать стиль развития, так сказать, повадки. Она может быть, я вот выбрал на данный момент садоводство, захватчик и развитие, так сказать, сельскохозяйственность тоже. Вот, производство здесь у нас ресурсов больше, чем в Clash of Kings, гораздо. Здесь у нас есть мясо, питаются муравьи, вода. Вот у нас вода находится. Так, это все разделено у нас по участкам. Листва, листики тоже они питаются и строят. Вот у нас мясо, вот водоемы. Все это улучшается, делается более красиво. Вот листва, песок для улучшения, грунт для улучшения. Не понимаю, вот это что такое? Бриллианты, да, нафига муравьям бриллианты, но валюта у них есть. И алмазы. Вот это, конечно, странно. Могли бы ввести что-то другое, например, что-нибудь из муравейного, там, муравейный спирт или еще что-нибудь. Короче, приколы. То же самое тут есть улучшение. На сборе делаете, так сказать, свой замок, свою территорию. Она улучшается по вашему усмотрению. Что хотите, копаете. Огромное количество армий здесь, всяких бойцов, улучшать которых тоже можно. Правда вам скажу, ребят, я во всем еще не разобрался, но здесь куча просто мутантов, всяких муравьев и с графикой с такой. Видите, настоящих насекомых фотографировали, так сказать, разные виды муравьев, и ими как бы играете. Это в инкубаторе они у нас, здесь еще есть муравьи, есть всякие мутации, там клещи, бойцы, солдаты, вот рабочие муравьи у нас есть. И эти муравьи тоже натуральные, можете их даже загуглить, они есть как бы в реальном мире и по силе, и вот тут ими как бы воюешь. Игра очень красочная, и воюешь ты также против других игроков, против, так сказать, природы, можешь там нападать на всех, по возможности. Также есть у нас академия, заходите туда, здесь есть пути развития, вот все написано: быстрое производство, развитие муравейника, базовый бой, дальше вот голодный отряд, особый отряд, усиление вылупления всяких, тут раскачка будет дальше. Вот я на данный момент делаю производство, но как и в Clash of Kings, сбор ресурсов, здесь все это дело качаю. Короче, в целом интересно, реально затянуло. Игра очень понятная, все здесь понятно, все красочно. Если вы умеете читать и у вас есть желание, и время тем более играть, то я вам рекомендую эту игру, реальная игра. Интересная, ребят.
Ссылку на скачивание игры я оставлю в описании под этим роликом. Ну и заходите по ссылке. Мое королевство 183, прилетайте туда, до 6 уровня можно делать перелет. Будем создавать альянс, я его создам завтра. Если у меня не хватит улучшения, не смогу сделать, но пофигу, я задоначу, сделаю себе эту матку 8 уровня, чтобы сделать альянс, и будем развиваться. Ну или если кто-то уже играет в этом королевстве, я никуда не полечу, никуда не пойду двигаться, буду в этом королевстве развиваться. Пишите, ребят, будем делать дела вместе. Clash of Kings мне, ну, я про него не забуду, буду играть в него, точно так же все как бы делать, но и эту игру тоже буду развивать. Frostborn я забросил, да, потому что было мало отклика, но эта игра, она похожа на Clash of Kings. Я думаю, желающих в нее поиграть будет достаточно, потому что в Clash of Kings ежедневки выполнил, и, в принципе, заняться нечем, если вы геймер, прям геймер, так сказать. Тогда я вам советую играть в эту игру, как второй вариант. Ну, тут даже, я смотрю, у людей фермы есть, все такое, аккаунт, также можно переключаться, меняться. Короче, куча всего, надо, ребят, разбираться. Давайте вместе разбираться. Я создам группу по этим муравьям. Она также будет в описании канала. Извиняюсь, в описании под этим роликом. Если вы хотите, ну, начнете в эту игру играть, то вступайте в эту группу. Если вы из Clash of Kings, ребят, и вам только Clash of Kings интересует, не вступайте в нее. Ну и, ребят, без обид, понятно, как бы я пытаюсь как-то развиться, свой канал оживить, поэтому не нужно на меня злиться, типа, что я там, кроме Clash of Kings, что-то сделал, но мне реально игра понравилась, я хочу ее продвигать. Все, друзья, на этом будем прощаться. Я буду развиваться, что-то новенькое буду вам показывать. Ну и выпускать ролики об этой игре тоже. Все, всем пока, всем спасибо. С вами был Джокер, удачи.